2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. The T-Wolves chose not one, but two point guards right ahead of Steph Curry. Welcome into NBA Tonight. I am Doug Kazarian, filling in for Cassidy Hubbard, the longtime five-time All-Star Brad Doherty. And Brad, that 2009 draft changed two. Всем привет, друзья, и добро пожаловать. Это NBA Tonight на Aviasat Sports. Разбираем, что же произошло у нас в лучшей баскетбольной лиге мира за прошедшие сутки, а произошло много-много всего интересного. Начинаем с Golden State, команда, которая может стать пятой командой чемпионом, которая начнет чемпионат с показателей 10-0, 9-0 против Миннесоты. Перед матчем с Миннесотой, соответственно. Ну и, опять же, Стеф Карри сегодня был зажигателем. Первая четверть у него просто невероятная снова. В прошлом году Рассел Уэстбрук был лидером лиги по количеству 20 очковых четвертей. У него их было 4. В этом матче, в 10-м матче сезона, Стеф Карри свою четвертую четверть сделал в 20 очков. Невероятный абсолютно Стеф Карри. В итоге у него в этом матче 46 набранных баллов, 15 из 25 с игры и 8 из 13 из-за дуги. Вот 21 очко было в первой четверти. Интересно, что во второй при этом было всего 4. Но при этом никаких проблем у Warriors не было. Warriors сегодня не защищались, но при этом сами набирали столько, что мам не горюй. 75 очков в первой половине Warriors набрали. И даже несмотря на то, что третью четверть проиграли с разницей в 2 очка, и даже вторую проиграли с разницей в 1 очко. Тем не менее, вот с таким Стефом все было очень здорово. Еще раз повторюсь, 46 набранных очков у него, 23 плюс 12 подборов Дреймонд Грин, 15 очков добавляет Клей Томпсон, 6 из 16 с игры. И несмотря на то, что в составе Миннесоты аж 7 человек набрали 10 и более очков, команда проиграла 129-116 Golden State. 10-я победа к ряду на старте чемпионата. Интересно, кстати, что теперь Стефу Карри остается всего одна трешка до Дела Карри, до его отца, в списке лучших дальнобойщиков NBA. Ну а сейчас они друг за другом расположены. 42-й и 43-й место. It's a little bit of both. I put in a lot of work in the short amount of time that we had in the off season, and that leads to having confidence because I feel like you're prepared for the season. And у нас все получается, собственно, залог вот этого, фундамент этого был заложен еще в прошлогоднем плей-офф. Когда у тебя все получается в плей-офф, ты как бы автоматом становишься готов к сезону. Я просто стараюсь быть хорошим плеймейкером, я стараюсь, опять же, делать все для того, чтобы команда побеждала. Лучшие старты для действующих чемпионов. Celtics 14-0, они чемпионство свое не повторили, а вот Bulls и Celtics одни в 96-м году, другие в 64-м, это сделали. Так что для Warriors еще одна победа, и уже, соответственно, будем их рассматривать как 100% практически чемпион. Warriors have only trailed a total of 42 minutes out of 480. By far the fewest. Из 480 минут в этом сезоне Golden State всего 42 минуты проигрывали своим оппонентам. MVP, естественно, Стеф Карри, 333 очка за сезон, 4-й лучший показатель за первые 10 матчей в истории. Карри 43-й по трешкам, да, все-таки вот две трехи еще отставания от Дела Карри, но в любом случае это большая история, конечно, что совсем скоро уже своего отца, парень, который начинал свою карьеру с того, что бросал от груди, перед но опять же, да, откуда вот обсуждаем, откуда, собственно, что берется у Стефа Карри. Ну, у него, конечно, потрясающие руки. Это человек, который, собственно, давненько такого не было, чтобы настолько уверенно работал снайпер, но это не классический снайпер, естественно, это плеймейкер, действительно. И, опять же, Стефу ничего не стоит
суметь бросить треху сведения и попасть ее, что немаловажно, да? Вот это очень важный компонент. А плюс ко всему, он в этой команде, отмечают наши эксперты, чувствует себя очень комфортно. Все для него делают, все делают для Карри, чтобы, соответственно, максимально себя продуктивно показывал Карри. Плюс ко всему, Карри никогда не был игроком жадным, ну, собственно, он разыгрывающий, это само за себя это звание говорит. И опять же, если есть варианты для продолжения атаки лучше, Карри никогда не бросит сам, он всегда отдаст. И плюс ко всему, в принципе, команда Golden State, она нацелена на вот такой разброс мяча, на такое раскатывание соперника по периметру, и все это, безусловно, дает свои плоды. Да, попадать из-за дуги 47% на протяжении сезона, это, конечно, невероятно абсолютно. It is just ridiculous at Curry. And you mentioned all those pick and rolls, how it's really a hockey assist. He actually leads the NBA in hockey assists or secondary assists, as they're officially called. You mentioned Pete Maravich. In what ways does he remind you of Pistol Pete? Pete Maravich had the golden handle. He could absolutely just mesmerize you handling the basketball. And Pete could score, too. I mean, Pete could drop 50 on you. But he was just way before his time with his ball handling and his ability. And I see that same game with Steph Curry, but Steph's a little bit more proficient shooter, has more range. But Pete had a nasty handle. Ну, вот любопытно, что сравниваем мы Стефа Карри с Питом Маравичем. Тем зал славы. Естественно, опять же, человек, который невероятным образом себя проявлял, защитник, ну, правда, белый защитник, и они с Карри похожи в плане атлетизма, хотя Маравич, конечно, был повыше. После паузы обсудим еще один матч. Ну, собственно, сегодня матчей-то всего 3 было в NBA, но, опять же, матчи интересные, матчи принципиальные. А главное, что вот этот, тот, который мы посмотрели, был самым без борьбы. Doug Kazarian, Brad Daugherty back with you on NBA Tonight. Clippers trying to bounce back from losing the Клиперс в эти минуты доигрывают свой матч против Феникс Санс. Этот матч продолжается, собственно, все еще. Ну и там, правда, все без больших шансов для одной из команд. В концовке четвертой четверти. Отмечаем вот здесь вот Блейк Гриффин нарвался на технаря. Поспорили, мягко говоря, да, потолкались немножечко со своим оппонентом. Ну, в общем-то, все обошлось здесь без перерастания. Вот в том моменте, но, правда, затем Мирзалетович и Блейк Гриффин снова вместе сошлись, и там уже второго технаря Блейк получил уже за слова, что любопытно. В итоге Блейк 16 минут на паркете сегодня провел. 5 из 10, 11 очков, 3 подбора, 4 передачи, 1 перехват. Очень полезен был, но его было мало. Естественно, до конца матча его удалили за второй технарь. Интересно, что Эрик Блэдсоу под конец первой половины разбросался, и в итоге Блэдсоу 25 набирает. Ну и, конечно, еще один поинтгард, еще один, потому что мы про Стефа говорили, а здесь мы в этом матче говорим про Брэндона Найта. Вот такие вещи сегодня Найт демонстрировал. Пола Пирса как ребенка. 37 очков, 14 из 22 с игры, 6 из 10 из-за дуги. Это все Брэндон Найт сегодня. В итоге в составе команды Феникс 4 человека набирают 10 и более очков, со скамейки 18, что интересно, да, прилетает от Ти-Джей Уоррена, ну и в Лос-Анджелес Клиперс, опять же, четвертое поражение готовы потерпеть, там 114-100, даже 115-100 за 51 секунду до конца четвертой. That fans go there not to watch the refs, shockingly enough, to watch the stars. Blake Griffin is a star. But the Clippers also have a reputation, let's call it, for a lot of complaining, you would imagine. Любопытно, что как бы Блейк Гриффин получил удаление за 2 технаря, хотя как бы, все болельщики говорят о том, что ну вот судьи в NBA, они за звездами так не присматривают, они многое прощают. Хотя у Блейка Гриффина здесь в большей степени против Гриффина сыграла, конечно, его репутация. И в этом плане, конечно, все очень плохо у Блейка. Да, вот репутация такого провокатора вполне у него имеется в лиге. Ну и вот, собственно, эта самая репутация, повторюсь, сыграла как
как раз and give против them a него. great opportunity to continue to play because, like I said, people want to see Blake Griffin play. And Blake's got to control himself just a little bit better. But he was fired up because he did. He got fouled on that play, and there was no call. And he wasn't going at No, the he was referee. running He was away going from it. away from him. He's got Absolutely. one T. You would Rabbit think ears. there's some latitude, but you would think the reputation also comes into play. Yeah, I'm starting to believe it, Doug. I didn't think that was true early on, but I kept hearing people say it, including yourself, and I'm starting to hear it more and more, and I think it could be a part of it. All right, so Да, the ну и вот Clippers здесь dropped, наши эксперты как раз они не without согласны three с этим starters удалением in Блейка, и Phoenix. Other как game раз и говорят о on this том, что Thursday, тяжело поверить, abbreviated конечно, slate, что Heat and Jazz, против two Блейка teams работает that репутация, но don't очень end похоже with на an то. S, by the way. Юта против there you go. Майами, это... Let's see нет, another пока one. еще не перемещаемся к There you этому go. матчу, да, мы пока Blake Griffin, внимательно more of the рассматриваем, same что же here, было у but Блейка. he was ejected, and the Clippers Мирс Делетович, go кстати, on тоже to такой lose человек by two очень touchdowns неоднозначный. in Phoenix. Tough game. Good job by Phoenix. Хорошая работа от All right, how Финикса. about Chris Bosh? Крис As Бош the в этом Heat чемпионате did beat отмечаемый в the первых Utah 6 Jazz матчах. tonight. There was Может a быть, block не очень party. зажигателен Chris был, Bosh хотя, опять же, had four of 15,5 them очков это after немало, having a но total of 26 он 6 in the набирает в season's first последних eight games. трех Look at своих the scoring матчах, average и сегодня, in собственно, the он свою past команду 3 games, выводил на матч 26. против Юты Obviously, Джаз, had that health которые scare очень неплохо a year ago. стартовали Good на to see старте him back чемпионата. healthy on the court, Здорово себя looking показывает like his команда, old в достаточной all-star form. степени So Miami неожиданно. gets it done over the Jazz, who were playing without the stifle power. Rudy Gobert out with an injury. Justice Winslow. Отметим, что в этом матче Руди Гобер выбыл с травмой, собственно, ну, точнее, перед этим матчем Руди Гобер выбыл. Он, соответственно, сегодня не играл, и Юте помочь не мог. Ну и Джастис Уинслоу. Отмечаем мы, опять же, Джастис Уинслоу блестящий защитник, может быть, лучший защитник в составе команды. Это при том, что здесь есть, ну, например, Хасан Уайтсайд, который в защитном в плане себя невероятно здорово проявляет. Вот сегодня в матче против Юты 5 блокшотов он поставил, 4 у Боша. Ну и, собственно, да, насколько хорош этот парень, можно говорить о многом. Он очень агрессивен и в нападении тоже, он очень плотно играет в защите. Опять же, да, через него забивает Леброн, но это Леброн. Да, через него забивает Харден, но это Харден, опять же, да, и, собственно, просто так спуску никому не дает этот парень. Ведь что важно, ему, Джастису Уинслоу, нужно еще чуть-чуть поднабраться опыта в лиге. Дело в том, что Джастису Уинслоу всего лишь 18 лет. 18! Вот борода у него, ну, 19, какие вот, 19 исполнилось в марте. Неважно, опять же, первый раунд драфта, 10-й пик, выпускник Дьюка, напомню. Что с ним будет, когда он через пару лет наберется опыта? Вот вы представляете, насколько это будет доминирующий защитник? Это будет Пол Джордж, помноженный на 5, скорее всего, да, и в плане защиты, и в плане нападения. Собственно, в матче против Юты отлично себя проявил Уинслоу, 27 минут на паркете, 7 очков, 4 подбора, нет, 5 подборов, 1 передача. Пускай 4 фола, но он, опять же, не позволял много набирать лидерам Юты. Гордон Хейворд, Дерек Фейворд сегодня были в фаворе. Who ultimately do you think is going to be raising that Larry O'Brien trophy? I'm unlike a lot of these haters. Spike Lee will answer that and much more. That's money. После паузы у нас Спайк Ли. Ничего себе. Green Room Confidential, straight ahead. Green Room Confidential with Spike Lee. Action! Acclaimed director, award-winning director, and also maybe the ultimate Knicks fan. Nah, that's Woody Allen. Oh, really? You're gonna Ну, give that Спайк Ли, credit him? известнейший режиссер, да, говорит, что он не Well, you're ультимейт definitely the most фэн visible, Никс, I это would Вуди say. Аллен, He ультимейт likes фэн to, Никс. you know, keep to himself. Woody's on the low low. Yes, Абсолютный on the фанат. low low. The low low. How long have you been a Knicks fan? Can you remember your first time? I would say 67. Где-то с 67-го я являюсь фанатом Никс. Bradley, Bill Bradley, center Bill Bradley. Со стила Брэдли начиная. That, you know, I was right at the right age. In fact, I went to Game 7, the Willis Reed game. I was there. Who is the better player without a ring? Patrick Ewing
or Charles Barkley? Чарльз Баркли или Патрик Ewing, You were самый born at крутой a certain age, игрок без перстня. in Michael's prime, you weren't getting a ring. That's just born too early or born too soon, but you can't choose. Патрик You're Ewing, born- опять же, ему просто не There he повезло. is. Он просто человек, который играл в прайм Michael Майкла, Jordan, а так and он... not a lot of people besides Barkley, Он and заслуживал, Pat were the only опять же, guys who did not get a ring because of MJ. So you're saying Jordan, greatest of all time. You're Mount Rushmore of all-time players. Your top four players. You got to put Bill Russell in there, Will Chamberlain. Only one more spot. This might. Топ-4, Майкл Джордан, Уилл Чемберлен, Билл Рассел. Four. И кто еще? No. You didn't say the number. I said Mount Rushmore. Okay. Four. You can go 4-8. MJ, Russell, Еще раз, да. Will Chamberlain, МJ, You can't. Билл help Рассел, but Уилл to Чемберлен. Кто же четвертый? Magic. Мэджик? I'm not going by position though. No. It's all time. It's all time. So then, so you're 4A. I gotta put. This might surprise people. Gotta put Это может Larry Bird in. немножко шокировать людей, да? Никого из Никс нету I mean, в этом Let me составе. tell you, that's gonna surprise a lot of people. That I put Larry Bird. Now, look, who are your top 3 players in the NBA right now? now, Топ-3 Bron, прямо сейчас. Then who? Curry. Карри, Curry In 2. order? I didn't say in order. Top 3. Yes, in list. LeBron, Леброн, Curry. Карри I'll have to put Durant. и Кевин Дюрант. I know he did not play all. Ну, логично, 3 последних MVP, соответственно, у нас вот в Who списке ultimately у do you think is going to be нашего гостя. raising that Larry O'Brien trophy? I'm unlike a lot of these haters. I got no hate for Golden State. I love them. So you're saying they're going to repeat? I think so. They're getting a lot of hate, but Ларри О'Брайен трофи, ну, соответственно, трофей главный в Национальной баскетбольной ассоциации, отмечает, что Спайк Ли возьмет обязательно Голден Стейт, потому что слишком много хейтеров еще у команды, которые говорят о том, что типа, ну вот они прошли травмированных соперников, они вот такие, у них вообще был легкий график. Ну, да, вот люди, которые вроде Скипа Бейлиса, которые в жизни-то спортом не занимались никогда. Ну вот отмечаем лидеров этого дня. Так мы и не посмотрели эпизоды матча Юты и Хит, а там, повторюсь, очень жаркий матч был. 92-91 Майами в итоге победили. Вот отметим, там 12 подборов Дерека Фейверса было, у которого еще и 25 очков всего. We kind of saw this one coming. Boogie Cousins with an open-ended comment. Up next, what he said, what he meant. We got some issues that we gotta. После паузы поговорим еще немножко про Сакраменто, Бугимен и Джош Карл. Next week on NBA Wednesday, presented by State Farm. Will Anthony Davis do a double clutch three-pointer to beat the Thunder again this year? We shall see. That's at 8 p.m., followed by D. Rose and the Bulls going to the Valley of the Sun against Eric Bledsoe. Just narrowly missed a triple-double. Отметим, что уже Thursday night. с вами будем смотреть мы NBA вечером в воскресенье. Матч Мемфис Гризлис против Миннесоты Тимберволвс. Опять же, если кто-то из вас пропустил матч Юта Джаз и Майами Хит, смотрите его в повторе Viasat Sport, Viasat Sport HD сегодня. Ловите в 17:00 и 13:00 и 13:00. Что он сказал, собственно. Вот такая у нас рубрика. И что он имел в виду. Discussing his reported beef with head coach George Karl. Now here's what Boogie said. Everything I can't really speak on. We got some issues that we gotta, call about. Can't really speak on that. But one thing is, us players, we gotta stick together, and just with that, that'll get us over, or get us through most battles. We got some issues in the house we need to figure out. What he actually said was, Coach Karl, last spring when you got there, he didn't like you. This summer when you tried to reconcile with him, he didn't like you. This fall,
Опять же, да, Бугимен сказал, что типа, Джош Карл, ну не знаю, но мы как бы с игроками, у нас есть видение того, как нужно играть, и вот что он имел в виду, да, как бы Джош Карл, ты сюда пришел весной, соответственно, тебя Бугимен не любил, ты как бы пытался наладить с ним контакт летом, тебя Буги не любил, и сейчас осенью тебя тоже Буги не любит. Он же собрал, опять же, вот после поражения от Далласа, Бугимен собрал целую команду, да, соответственно, без тренера. Just gotta keep working. I mean, you obviously want to play, right? You want to be back and you want to go in the fourth quarter. Was there anything specifically that you thought was the reason you didn't go in tonight? What he really said was, Coach Scott, you're not giving me enough of an opportunity. D'Angelo Рассел, да, который несколько раз уже промазал победные броски в этом чемпионате. Ну, не победные, а очень важные, да. Опять же, вот сказал, что как бы нужно работать, нужно развиваться, но его стали лимитировать, и ему как бы все равно на это. Но на самом деле это как бы такой посыл Байрону Скотту, что дядя, ты мне слишком мало даешь шансов. For sure, we have another game soon. You know, it's tough, you know. It was a big moment for me, you know. That's the shot I've always dreamed of, you know, game winner there. So it's tough for me, but you know, we have another game soon, you know. Сказал Порзингис, у которого отняли победный бросок, там чуть-чуть времени не хватило. Он говорит о том, что всегда мечтал об этом броске, что это бросок его жизни, но впереди еще много матчей. Что он действительно сказал, типа, да, вот вам всем выкусите, особенно те нью-йоркцы, которые свистели там, улюлюкали ему, когда его Никс драфтовали в первом раунде. It was so fitting that the rookie hit the game winner, but then it was too good to be true for the Knicks. They're getting better, though. The Knicks are getting better. You can see the development. I like what I see. What do you like most about the rookie? С ним Никс будут становиться лучше, сам он вот отмечает наш эксперт, становится агрессивнее от матча к матчу, и видно, что уверенность к нему приходит от игры к игре. Собственно, NBA на Viasat Sport HD. Смотрите, следите, любите, ну а NBA Tonight сегодня с вами прощается. I am Doug Kazarian. Next NBA Tonight, Friday night, 1 a.m. also on ESPN2.